recognizing the antithesis between true faith and unbelief, wrong belief, and idolatry. Никто не может осознанно, рассматривая это вероисповедание, не заметить этого противления неверию, неправильной вере и идолопоклонству. No one can truly subscribe this confession without recognizing a mission field among Roman Catholics and among many Anabaptists today, the heirs of the Anabaptists. Никто не может искренне подписаться под этим исповеданием веры, не признавая в то же самое время, что римо-католический, анабаптистский мир представляет собой одно единое огромное миссионерское поле. Now, I just want to briefly talk about a couple of ways in which we can use the Belgic Confession in this setting. А теперь я вкратце хотел бы обсудить с вами вопрос, рассмотреть вопрос, как можно использовать бельгийское исповедание в миссионерском контексте. And there are two main ways. Есть два основных пути. The first way would be to use these booklets. Первое – это, собственно, пользоваться этим текстом. I think making a booklet like this would be very cheap. Я думаю, что буклет такого рода не очень дорого стоит. You could probably make 100 of these booklets and have them, keep them on hand at your church. Я думаю, что вполне по силам поместной церкви опубликовать 100 таких экземпляров и распространять их в собственной церкви. And when people come to visit your church from just out in the world or from other churches, и когда люди посещают вашу церковь, вы можете дать им бельгийское исповедание. And you start talking to them. Вы можете начать разговаривать с ними. And you say, would you like to know what we believe? И спросить, а вы хотели бы узнать, во что вообще верит наша церковь? Give them a copy of the Belgic Confession. Пожалуйста, предоставьте им копию бельгийского исповедания веры. Say, this is what we believe. И сказать, вот это то, что мы верим. And you can also, again, point them to the bottom of the page where all the Bible references are. И снова вы можете им указать на ссылки из Святого Писания. And encourage them to open the Bible and to compare what it says in the confession with what the Bible says. Предлагая им открыть Святое Писание и сравнивать эти утверждения со ссылками Святого Писания. I do this at my own church. Я поступаю таким образом в собственной церкви. Sometimes we have people come to visit our church. Иногда у нас есть люди, посещающие нашу церковь. And we have a book available, we have a shelf there, and there are a number of books there that have not just the Belgic Confession, but also the Heidelberg Catechism and the Canons of Dort. И у нас есть там книжная полка, на которой находится не только бельгийское исповедание, но и Гильдебергский катехиз и каноны Дортского синода. And we give them to whoever we can. И мы раздаем их любому человеку, насколько это возможно с нашей стороны. Our Canadian Reformed churches also have missionaries working in Brazil. В канадской реформатской церкви есть миссионеры, работающие в Бразилии. And they've also done the same with the Belgic Confession. Они поступали таким же образом с бельгийским исповеданием веры. They hand out as many of them as they possibly can. Они распространили настолько, насколько только возможно распространить. To anyone who will take one. Всякому, кто хотел его почитать. And this has had an incredible impact. И хочу вам сказать, поразительные результаты получились. People start reading it. Люди начали читать это исповедание веры. They go, wow, this is biblical. Они начали говорить, вау, это же библейское. I want to be part of a church that believes this. Я хочу быть частью церкви, которая верит в это. And then they come to the Reformed church. И они начинают приходить в реформатскую церковь. And then you can teach them further. И вы тогда можете учить их дальше. And you can teach them with the Belgic Confession. И вы можете учить их на основании бельгийского исповедания веры. You can use this as a guide to all the important teachings of the Bible. Вы можете использовать его как пособие по самым разнообразным темам Святого Писания. Of course, I think you recognize that this does not replace the Bible. Опять же хочу уточнить, что мы никоим образом не пытаемся заменить исповедание веры Святое Писание. I have often explained it as being a roadmap to the Bible. Я очень часто сравниваю бельгийское исповедание как дорожную карту к Святому Писанию, It shows us the way around the Bible, all the important places. которая показывает нам самые основные, самые главные места Святого Писания, которые представлены воедино.
It helps us to get the big picture of what the Bible is all about. Вероисповедание просто-напросто помогает нам более осознанно и последовательно понять учение Святого Писания. And then I think the Belgic Confession also has significance for another teaching function of the church. Кроме того, я думаю, что бельгийское исповедание веры можно использовать и в других аспектах учения церкви. We have to teach the young covenant children of the church the Belgic Confession. Нам необходимо обучать наших детей завета в церквях бельгийского исповедания веры. I do that at my church with my catechism classes. Я поступаю таким образом, например, в моей церкви на классах катехетических. I teach the young people of my church for 1 year through the Belgic Confession. Я учу молодых ребят в моей церкви на протяжении 1 года по бельгийскому исповеданию веры. And then I also encourage them to think about their missionary calling with the Belgic Confession. И кроме того, я призываю их подумать о своем миссионерском призвании на основании бельгийского исповедания. That they are in this world to be a light and a witness, just like Guido de Brau was. Что они должны быть в этом мире светильником и светом, подобно Гвидо де Бре. And then those young people of the church will grow up to be Christians who want to share the gospel with the lost. Просто я хочу, чтобы эти молодые ребята, молодые христиане могли быть христианами в этом мире и свидетельствовать этому миру подобно Гвидо де Бре. But I think we should also teach the Belgic Confession to the adult members of the church. Но я также уверен в том, что необходимо преподавать бельгийское исповедание веры и взрослым членам нашей церкви. And I'm doing this at my church as well. Я поступаю таким образом в моей церкви также. Last week, Thursday evening, I had a class with about 15 adults from my church. В четверг над прошлой неделе где-то 15 человек с моей церкви встретилось со мной. And I was teaching them about Article 7 of the Belgic Confession. И я рассказывал им о 7-м артикуле бельгийского исповедания. And through these classes, I also encourage the adults of my church to be thinking about the lost in the world around us. И вот как раз на протяжении этих собраний я призывал уже взрослых членов нашей церкви подумать о погибающих людях в этом мире. And how the Belgic Confession, with its faithful summary of the Bible, encourages us to care about the lost and to be a faithful witness. Показывать, как бельгийское исповедание веры, как истинное изложение Святого Писания призывает нас думать и переживать за погибающих людей. So I wanted to share those ideas with you. Я хотел просто поделиться этими идеями с вами. And encourage you to do the same. И призвать вас поступать подобным образом. This confession is 450 years old. Этому исповеданию веры 450 лет. But it's still very relevant for us today. Однако и в наши дни оно не утратило своей актуальности. And it's also significant for us as we consider our faithfulness to Christ's command to bring the gospel to the nations. Оно не перестает быть значимым для нас во свете Христова призыва благовествовать народам. Whether those nations are far away or whether they're right here in Ukraine. Народам, которые либо дальние, либо близкие, как здесь в Украине. Thank you very much. Спасибо большое. Спасибо большое. Thank you very much.